мы продолжаем наше путешествие по снежной Исландии. Мы приехали в одно мистическое место. Теперь понятно, почему про Исландию есть столько легенд. В таком тумане легко поверить и в эльфов, и в ведьм. Вот он булькает. 100 градусов, не знаю, что на тебя попало. Но, внимание, спойлер! Это всего лишь пар. Кроме вулканов, Исландия известна своими геотермальными источниками и горячими паровыми зонами. Один из самых мощных... О, нет, я не смогу это сказать. Прочитайте, пожалуйста, сами. Температура воды здесь достигает 100 градусов Цельсия. В Исландии горячая вода в домах идет прямо из-под земли. Из-за вулканической активности вода нагревается естественным образом, и ее используют для отопления домов. Поэтому здесь повсюду пар, горячие источники и ощущение, будто земля живет своей жизнью. Ну что, едем дальше. Наш отель – это, по сути, несколько комнат, где-то в поле. Комнаты совершенно небольшие. Я хочу сейчас рассказать про ванну. У нас есть, конечно же, горячая вода, но есть небольшой нюанс. Это горячая вода. Вы можете принимать душ. Все отлично работает. Нюанс в том, что она очень сильно пахнет. Как сказали мои мальчишки, пахнет яичком. Таким не очень свежим яичком. Потому что вода идет прямо из термальных источников. А вот холодная вода – это совсем другое дело. Холодную воду можно пить. Она кристально чистая и вкусная. Мы пробовали. Ночью, конечно же, мы хотели увидеть северное сияние. Но, к сожалению, нас ждал совсем другой сюрприз. Начался ураган. Дул такой сильный ветер. Дважды открывалась наша входная дверь, мы ее еле закрывали обратно. Я думаю, наш контейнер даже немного сдвинулся с места. Держи дверь. Когда мы пошли завтракать, то думали, что нам уже повезло, и самое страшное позади. Но настоящие сюрпризы от погоды были еще впереди. Начинается третий день. К счастью, мы рано выселились из отеля. Погода, которая и раньше немного пугала спонтанностью, сегодня нас испугала очень сильно. Началась настоящая буря. А мы ехали в крошечной машине, не приспособленной к снегам и метелям. Мысленно я подсчитывала, сколько у нас припасов и долго ли мы сможем просидеть в сугробе. А еще, сможет ли нас найти медведь в сугробе. Правда, потом мы узнали, что в Исландии их нет. Прошло 15 минут, все по графику. Мы единственная машина. Я догадываюсь, почему. Можно почитать новости, но реально они сегодня не заездят вообще. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I've
be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Все смотрели этот фильм про Исландию, про Уолтера Митти. Мне очень интересно, смог бы он в такую погодку поездить на велосипеде или на скейте? Нужно снять срочно фильм про зимнюю. Нет, не зимнюю, апрельскую. Про апрельскую Исландию. Мальчишки, покатались бы сейчас на скейте? Нет. Наша первая задача на сегодня – купить продукты на следующие 2 дня. Мы нашли почти все в супермаркете. Оказывается, в Исландии алкоголь почти не продается в обычных супермаркетах из-за строгой государственной политики контроля. Одна из основных причин – ограничение потребления, как во многих северных странах. Алкоголь продается только в одной сети супермаркетов – государственной, где контролируется доступ и цены. В такую погоду особо не погуляешь, поэтому мы поехали в знаменитый геотермальный спа. Семейный билет стоит 27 евро. Все оставляют свою обувь у входа, дальше раздевалки. Огромный бассейн подогревается природными горячими источниками и остается теплым круглый год. К сожалению, на территории бассейна нельзя снимать. Очень жаль, потому что там было действительно красиво. Так, ну что, мальчишки, где мы были только что? Мы были в очень классном бассейне. Я думала, что там будет сильно пахнуть этим яйцом тухлым, но на самом деле вообще не пахло, совсем чуть-чуть. Да, это горячие источники, вода часто пахнет. Никитка, тебе понравилось? Да, очень. Что было самое классное? Когда мы играли в футбол мячом. Да, было круто. Ты был на воротах? Да. И я тоже чуть-чуть была на воротах. Там были разные бассейны и везде разная температура. И там были бочки, там где 6 или 9 градусов. Ну, с 6 до 9. С холодной водой, да. После Да. горячей бочки можно было залезть в холодную воду, потом снова греться. Да, и там еще была баня, там было очень много пара. И только наш папа смог туда зайти. Ну что, было классно. К сожалению, мы не могли ничего заснять, там нельзя использовать камеры. Но этот бассейн, там где температура 39-41 градус, мой дом. И самое главное, что это местные используют этот бассейн. Тут ценник адекватный, такой как в Германии. Там, все вместе мы обошлись 20 евро, наверное. 27 евро семейный билет. Да, Было здорово. Да, я советую, кто хочет сэкономить и увидеть исландскую культуру, выбирать бассейны именно местные. Ценник совсем другой. Если там лагуна стоит, я не стреляю, 300 евро, другая лагуна там стоит, я считал, 150 евро. Здесь 20 с чем-то евро. Вместе с исландцами прочувствовать действительно ихнюю баню. Пахнет мне серьезно. Температура тоже не знаю сколько, потому что термометр весь был в этой соли или минералах, он не показывал температуру. Но было жарко. Жарко. Очень советуем. Мы все, конечно, очень устали, но не смогли устоять перед пушистым белым снегом. Несмотря на суровый климат, Исландия сама выращивает многие овощи.
Благодаря геотермальной энергии теплицы отапливаются здесь горячей водой из-под земли. Поэтому тут выращивают помидоры, огурцы, салат, перец, картофель, зелень и даже клубнику. При этом большинство фруктов Исландия экспортирует, потому что выращивать их в больших объемах экономически невыгодно. Из-за своего климата Исландия импортирует около 50-60% продуктов питания, а 40-50% производит сама. Дальше мы отправляемся в город Селфос, где мы поселимся на следующие 2 дня. Отели и квартиры обычно Дима ищет онлайн, чаще всего в последний момент, так как цена ниже. И для нас с детьми каждый раз это настоящий сюрприз, потому что мы даже не догадываемся, где мы будем жить. Цена этих апартаментов была 256 евро за 2 ночи на 4 человека. И, если честно, такой роскоши мы совсем не ожидали. Для поселения нам прислали имейл и код для двери. Так что сначала была даже мысль, что мы зашли не в ту квартиру. Но мы решили остаться. Эти апартаменты находятся на последнем этаже дома, и из наших окон можно любоваться потрясающим видом во всех направлениях. Какая-то смотровая башня. А так как в Исландии не очень любят зашторивать окна, то это правило работает и в обратном направлении. Нами тоже можно любоваться с улицы. Начался 4-й день нашего приключения. Буря улеглась, но стало заметно прохладнее. За окном было -5, по ощущениям все -10. Немного секретов закулисья. Если кому-то интересно, почему одна сторона моей головы такая лохматая, отвечу, что это побочный эффект от наружной съемки. Потому что мне часто приходится делать вот так. Результат того стоит. А вот и снова лошади.
Какие же они красивые! И, похоже, прекрасно себя чувствуют в этих погодных условиях. В Исландии очень много лошадей. Их здесь почти столько же, сколько людей. Они спокойно гуляют по огромным полям, поэтому кажутся дикими. Но на самом деле у каждой есть свой хозяин. Эта порода – исландская лошадь. Их разводят фермеры. Одна из самых чистых пород в мире. Их привезли викинги более 1000 лет назад, и с тех пор новых лошадей в страну не завозят. Даже если исландская лошадь уехала за границу, назад ее уже не пустят. Они невысокие и спокойно выдерживают суровую погоду. Летом многие табуны свободно пасутся на больших территориях, без ограждений, поэтому выглядят как дикие. Но у каждой группы есть владелец, и их регулярно собирают осенью. Зимой держат на огражденных полях рядом с фермами. Настоящих полностью диких популяций, как мустанги, тут нет. Мы приехали на парковку. Сейчас мы пойдем на ледник, его разглядывать. Это от него отвалило. А вот тот, кто вверх, он лежит в нем, которому вроде бы нет. Сохельмайокуль – один из самых известных ледников Исландии. Ему 1000 лет, а лед здесь выглядит не только белым, но и голубым, а местами даже черным из-за вулканического пепла. Вот летит мой дрон. Кстати, интересно, что слово «йокуль» по-исландски означает «ледник». Поэтому названия почти всех ледников в Исландии заканчиваются на «йокуль». Только что сыпались камни, это было очень громко. Место очень многолюдное. Буквально толпы, нужно проходить между ними, чтобы поместиться. Так что не в сезон, мы здесь не одни. Это очень популярное туристическое место из-за своих размеров и легкости доступа. Это одно из немногих мест, где можно одновременно увидеть следы огня и льда, двух главных сил Исландии. Сольхеймайокуль – ледник, который медленно исчезает из-за изменения климата. Каждый год он отступает на десятки метров. На месте, где раньше был лед, сейчас находится озеро. Сегодня мы увидели его своими глазами. Где мы идем? На леднике. Холодно? Не очень. Лед в леднике может быть возрастом в несколько сотен лет. Черные полосы на льду – это вулканический пепел от извержений. Этот ледник является частью гораздо более крупного ледника, под которым скрывается один из самых активных вулканов Исландии – Катла. Последнее крупное извержение вулкана было в 1918 году. Следы пепла до сих пор остаются на поверхности льда.
Если вы планируете посетить этот ледник, то советуем приезжать пораньше. С погодой нам повезло, но уже после 12 часов дня появилась огромная тень. Мы успели совсем немного застать солнце. Сразу же на парковке есть фудкорт. Было вкусно, рекомендуем. Итак, это фокачча. Похоже на огромный сэндвич, хрустящий, очень вкусный. С ветчиной, сыром, яичницей, потому что это брекфаст. Очень вкусно. Ну что, подкрепились? Пора в путь. Следующая наша остановка совсем рядом, и это очень известное туристическое место. Дронами снимать нельзя, но, к счастью, у нас есть свой дрон. Включай мотор. Мы побежали смотреть самый известный водопад в Исландии, о котором расскажем в следующей части. Подпишитесь и не пропустите!